Мы начинаем наш ролик из Москвы, начинаем мы его с вами с площади 3 вокзалов. Мы только что вышли из поезда на Ленинградском вокзале. Ленинградский вокзал закрыт на реконструкцию. Здесь еще также находится Казанский вокзал, Ярославский вокзал. Тебе звонят. Гостиница Ленинградская. Да, скорее всего, с гостиницы нам звонят. Да. Мы попросили вещи оставить пораньше. Ага, хорошо. Поняла. Тогда направляться. Рома, что нужно поставить? Лайк, правильно. Ну, что там сказали? Так, в общем, по сути, у нас заселение должно быть с 2 часов, но мы договорились, что нам разрешили приехать в апартаменты пораньше, к 11, сейчас мне перезвонили, сказали, что можно приезжать прямо сейчас уже, но там беда, там сгорела стиральная машина, и сказали, что до 2 часов нужно будет предоставить им доступ для того, чтобы заменить стиральную машину. Но, в общем, нас уже ждут. Поэтому с вами сейчас ныряем в метро, станция метро Комсомольская, и едем по прямой до Арбата нашего, где мы будем жить. И обзорчик апартаментов будет также в этом видео. Так, мы пытаемся оплатить уже второй раз, что-то это... Пополнить карту. Пополнить. Опять ошибка. Какая-то хрень. Да я говорю, на кассу, да, вон там касса свободная. Пойдем. А вот тут люди стояли, сейчас не стоят. Офигенские потолки. Оп. Надо обязательно придерживать чемодан, иначе может кувырнуться. Видел видосы. Блин, это вообще жесть. С руки, короче, видео снимать на эту камеру что-то не очень удобно, ребята. Ну, когда вот много вещей, там вот это вот. Экшн камеру достал, кнопку нажал, все. А тут пока она включится. Короче, непривычно пока что. Но сейчас вещи скинем, в принципе, нормально будет. Ух ты. Следующая станция Красные ворота. Так, ребят, иду подснять музыкантов. Все, мы, короче, государственная библиотека. Выходим. Но классно играют, но их двое. Ой, ребята, не знаю, с вами дойду, не дойду. Чемодан тяжелый, блин. Но ладно, все, отрубаюсь, а то что-то у меня это тяжело так идти. Ну что, ребят, мы вышли из метро. В общем, выходов там целая масса. Можно выйти прямо к Кремлю, к Александровскому саду. Но так как мы идем сейчас заселяться в жилье, мы доехали до библиотеки имени Ленина. Точнее, выходы там все можно, короче, сюда тоже выйти. Мы вышли именно с библиотеки, чтобы сейчас пойти, отвезти хотя бы чемоданы, там дальше посмотрим, что там по заселению, пока там будет менять машинку, посмотрим, прогуляемся, пойдем куда-то перекусим или чем будем заниматься, не знаю. Но сюда мы с вами обязательно сегодня же прям вернемся, но позже.
Не знаю, даже это будет в этом же видео или может быть уже в следующем, но мы обязательно посетим сегодня с вами и Александровский сад, и погуляем на Красной площади. Но сейчас мы с вами двигаемся в сторону Арбата. Так, здесь перед вами, насколько я помню, нам писали, что это дом дурака называется. Там типа есть история. Электробусы ездят. В общем, пока все очень радует. Ну, радует то, что чемодан не приходится носить, как у нас, а он везде катится спокойно. Катя заходила, денежки снимала. Здесь Сбер, вход по картам. Без карты не войти. Заблокирована дверь, но по карте. Там заблокирован, поэтому заходить по карте. Прислонив карту. Все, мы, в общем, уже на Новом Арбате. Ну, тут недалеко идти. Буквально минут 10, с учетом того, что мы с чемоданом не спеша еще заходили снимать деньги в банкомат. Ну, наверное, минут 10 где-то заняла у нас эта прогулочка. То есть живем мы на Новом Арбате, напоминаю, Кремль. Карусельки. Пешей доступности. Также в пешей доступности Старый Арбат, Новый Арбат. И даже в Москва-Сити, в прошлую нашу поездку, мы ходили вечером, гуляли пешком. Вот, а в Москва-Сити видно, сейчас попробую. Вон, чуть-чуть кусочки торчат. Но попозже видно будет. Максимально рядом. Да, нам надо будет здесь где-то нырнуть. Проезд, кстати, в метро немножко подорожал. По карте тройка 63 рубля одна поездка. А женщина просто покупала один раз в поездку 75 рублей. В прошлый раз мы приезжали, было 54 или 50. Вот, сейчас Москва-Сити будет видно. Сейчас я увеличу. В принципе, если подумать, да, какие расстояния ты проезжаешь здесь, Вот она. и как у нас в городе за 50 рублей. То, что Тогда, да. пешком за 10 минут. Мы заселились довольно рано. Сейчас уже 11, но мы заселились в 10 с копейками. Хотя заселение, по идее, идет с 2. Вот так нам пошли навстречу. Так как гости выехали пораньше, все здесь убрали, к нам подготовили, и мы уже на месте. Мы уже останавливались в сети этих апартаментов, но в другом номере. Обзорчик также есть у нас на канале. Не знаю, если не забудем, добавим сюда подсказочку. В этот раз тоже на наши даты были свободны и те апартаменты, и эти. Но мы решили заехать в другие, посмотреть обстановочку здесь. В общем, вот такая у нас входная зона. Сзади меня дверь. Здесь крючочки, вешалочки. Можно повесить курточки, сумочки. Справа находится комната. Там съемка идет с ванной, туалета, но это снимем, я думаю, в конце. Здесь есть за дверьми зеркало, очень удобненько. Здесь можно раздеть обувь. Все прям по красоте, как полноценная прихожая. Полноценная прихожая. Пойдемте в комнату. Мы заходим в комнату. Справа здесь сразу находится двухспальная кровать. Все застелили чистенько по красоте. Висят такие замечательные картины. Есть шкаф. В шкафу вешалочки, полок нету, только вешалочки. Табуретка, видимо, на всякий случай. Кондиционер. Ярослав тут воюет с кондиционером, проверяет, работает ли Но нам он. сказали, не знают. Ну вот Да. мы смотрим. Ну, мы просто смотрим. Не скажу, что он прям нам нужен, просто смотрим. Здесь окошко, сушилка с постельным бельем для дивана, зеркало, опять зеркало. Здесь есть фен, вентилятор, если будет жарко, телевизор, стол. Да, у нас стул. тут взламывается YouTube. Вот приставка наша, это я подключил, сейчас будем YouTube здесь смотреть. Да. Здесь есть свой кухонный уголок, здесь все необходимое для комфортного проживания. Есть плиточка такая, есть микроволновочка, даже вот крышка туда для микроволновки. Вытяжка даже есть. Вытяжка, холодильник с небольшой зоной, этой, как она называется, морозилки. Здесь есть кастрюли, сковородки, есть даже штопор, если вы свинишка. Так, ну тут какой-то типа салатник, там мусорное ведро, чашечки, тарелочки, терка, турка, все, что душе угодно. Фунчоза вон там даже лежит. Да. В общем, все необходимое для комфортного проживания. Чайник, конечно же, чайник. И также, естественно, собственный санузел. Микроволновка, я не помню, сказали. Некоторые моментики, но сказали, ожидается ремонт. Поэтому здесь справа, там в тех апартаментах был душ. Здесь ванна немножко подтекает в краны. Она такая немножко желтенькая. Но нам сказали, что в ближайшие 2 недели планируется здесь ремонт. Ну как раз, когда мы выселимся. Так что, да, будем надеяться, что ребята все-таки ремонт сделают.
Раковина, жидкое мыло. Чтобы вы понимали, я ничего еще не смотрела, я вместе с вами тут толку все смотрю. Жидкое мыло, тут какие-то еще бутылки, шампунь есть, но нам-то не надо, у нас есть свое. И бальзам, шампунь и бальзам для волос. Так, ну, унитаз и стиральная машина, которая сегодня сгорела, и сегодня должны привезти, заменить новую стиральную машину. Вот такие апартаменты у нас получается. Живем мы на Новом Арбате, кстати, в самом сердечке Москвы. Расположение просто мега удобное. Да, что-то где-то нуждается в ремонте. Не скажу, что тут прям все только после ремонта. Не только, да, в туалете, в душе, но и в комнате. Но, тем не менее, в принципе, нам все понравилось, все хорошо. Цена немножко по сравнению с прошлым годом поднялась. В прошлом году мы снимали у них апартаменты. Короче, не помню, чуть меньше 5000 было в сутки. Сейчас 5300 рублей в сутки. Причем и эти апартаменты, и те. То есть, я говорю, если вот не забудем, прикрепим еще вот куда-нибудь, да, там подсказку, ссылку, что-нибудь на те. И в комментариях, скорее всего, все будет. Да. Так удобней. Да, здесь сейчас 5300 сутки. Как бы считаю, что для того, чтобы это, для расположения, для такого, для того, чтобы у тебя есть все необходимое для жизни, да, причем все комфортно разделено именно прям как в квартире. Все отдельно, есть своя кухня, есть свои туалеты, душ, есть спальные места, все комфортно, просторно. Я считаю, что прям лайкосик, огонечек. Вот, если будет что добавить, обязательно еще добавлю. Пока Вот, кстати, люстру не показал. Все лампочки работают, 4 штуки. Ну что, разобрался? Ого, эти бы совсем мало дует. А, ну его чистить надо. Там эту крышку снимаешь и чистишь. Но мы-то это, конечно, делать не будем. В общем, можно было, я говорю, забронировать и те же самые апартаменты, но мы решили посмотреть другие. И находятся они прямо рядом по соседству. То есть потом, может быть, покажем. Если с подъезда заходить, то вход в квартиру, и из квартиры идут двое как раз апартаментов. Первый, в которых мы были в прошлый раз, и вторые сейчас. То есть они от нас находятся буквально за стенкой. Ну, как-то так. Здесь, кстати, еще театр вот там какой-то. Да. Потом тоже покажем. И кошачий дворик. Ладно, все, увидимся дальше. Да, увидимся позже. Так, мы сидим, смотрим это наше видео с сауны. Но оно еще не вышло. Ну, в настоящий момент. Но у вас вы уже его видели. Но мы вот его пересматриваем, смотрим, все ли я добавил. Вот так подключили, кстати, тройник, вот приставка. В итоге, короче, здесь Wi-Fi не вывозит. Пришлось раздавать со своего телефона. Потому что здесь роутер стоит в других апартаментах, и там тоже 4G роутер. Ну, в общем, не знаю, попозже еще раз попробую нормально подключиться. В общем, вышли. Сейчас пойдем Голю банить. Здесь вот один котик отдыхает. А за этим домом там много котиков должно быть. Ну, по крайней мере, в том году было. И вот здесь театр какой-то находится. Вот здесь мемориальная доска. И вот тут вход в театр. А мы ждем. Что надо сделать, Рома? Поставить лайк, да. В общем, вот в эту арку выйти надо. Вот эта арка, и там Арбат новый. И вот красавчики вышли. На улице, кстати, нифига не тепло, так что застегивайтесь. Да, вообще не жарко. Сейчас. Здесь вот мы, кстати, не могли найти кнопку, она вот здесь. А мы тут искали. Нажмешь кто-нибудь? Что ты улыбишься, если ты не нажал кнопку? Сказал, что там кнопка, и пошел. Ну и, собственно, вот там новый Арбат. То есть вообще расположение максимально нормальное. Максимально. Да. Ветер сильный, я говорю, все идут в капюшоны. Вообще ветер не обещали, по крайней мере, вчера я смотрел. О, Принглс продают. Киткат вам продают, кстати. Все, и мы на Новом Арбате. Сейчас идем во вкусная точка, дети быстренько заточат бургеры.
И, собственно, идем гулять. Здесь так. Может, сегодня еще на Старый Арбат сходим, не знаю, посмотрим. Но если мы пойдем до Зарядья, то уже до Старого Арбата точно не дойдем. Ну да. А если не пойдем на Зарядье, тогда дойдем. В общем, пока особых планов таких нет. Широких. Здесь. У меня в голове маршрут построен. Ярик, как всегда, берет всякие рекламки. Так, ладно, все, мы во вкусная точка пришли. Так, все нам принесли. Точнее, не нам, а детям. Взяли бургеры, картошку, наггетсы, соус и чаек. Перекусим и пойдем. Все, Рома, убирай телефон, кушай. Че спрятал-то? В общем, Рома опять полный рот. Тут качельки всякие. О, даже есть свободные. А, нет, уже заняты. В общем, да, мы, кстати, вышли, покушали, переоделись и пошли снова. Потому что что-то ветер какой-то странный, решили переодеться. Так, музыканты. Добрый день, дорогие москвичи, с песнями 20 века и только 20 века. Сегодня с вами Андон. В общем, весна тоже здесь довольно обманчиво. На самом деле, когда мы приехали, было потеплее, чем сейчас, хотя время сейчас совсем не поздно, 3 часа дня буквально. Но может быть за счет того, что здесь еще тенек у нас, но поднялся ветер, довольно прохладно. Мы сходили в вкусную точку, у Вани вообще была одна футболка и куртка. В общем, решили вернуться, чтобы Ваня одел кофту, и я решила тоже переодеть пальто на куртку. Потому что еще будет погода теплее, еще поносим мы с вами пальто, но все-таки куртка потеплее, поэтому переоделась. Сейчас говорят плюс 6, но что-то не тянет. Не плюс. Плюс 6 уже, да. Сегодня обещали плюс 4, никто не говорил, что сейчас плюс 6. Ярик выходил, было плюс 5, а через час было, должно быть плюс 6. Музей магии, как в Питере, вывеска также выглядит. Вот с Гарри Поттера. Блин, короче, я теперь кайфую, что я могу быстро зумом управлять. Только теперь этой камерой фигово управлять. Я думаю, привыкну. Блин, ну утром реально не было такого ветра, как сейчас. Сейчас вообще ветер ледяной. Так и руки у меня так не мерзли. Так вот, у меня руки отмораживаются. В остальном все. А скорее бежать на солнышко. Я думаю, что всем очевидно, куда мы идем, какое первое место по приезде в Москву. Я думаю, что все сразу же идут туда. Конечно же, мы с вами, друзья, двигаемся на Красную площадь в Александровский сад. Что мне кажется, нельзя вообще, даже если ездить в Москву каждый месяц, мне кажется, нельзя это пропустить, да? Конечно. Да, тем более здесь нам недалеко. Да, тем более нам буквально 10 минут, и мы на месте. Так что сегодня начинаем по лайку. Небольшая прогулочка. Вот такие крутые места. Там посмотрим. Наверное, еще заглянем на улицу Никольскую. Возможно, зайдем в ГУМ. И, может быть, доберемся до Зарядья. Хотя в такую погоду я не уверена. Посмотрим. Да, туда на солнце выйти и уже поймем, что там, как там. Может, здесь на Арбате просто сквозняк такой из-за туннеля такого. Ветер успевает разгоняться. Так, опять уличные музыканты. В общем, все. Ребят, еще одни музыканты. Я думаю, все
знали композицию. Еще музыканты. Вообще красота. Сейчас будет колбаса. В общем, молодцы, ребята. Я вообще этот момент ждал, хотел заснять. И что-то это. Ну, в общем, идем на Красную площадь. Ярик встретился со своим подругой. Со своей подругой. Теперь идем. Так что Ярика в кадре больше не будет. Он где-то сзади теперь будет ходить. Короче, тут женщина стоит и кричит всем подряд: у кого есть лишние билеты на Пенкина, билеты на Пенкина, у кого есть лишние билеты на Пенкина. Видимо, ни у кого нет, а у нее есть. Ну да, это как бы она продает, понятное дело. Видимо, это фишка такая. Никуда не ушла. Да, да. Ну, типа запрещено, а так она как бы типа себе хочет. Идем, Ой, а что тут, блин, тут через рамки что ли ходить надо? Или что там, ФСО стоит? А, вот туда, видимо, нельзя или что? Что это такое? Там, видимо, какое-то мероприятие или что? Что тут опять такое? Короче, непонятно, что тут такое. Показали там проходить. Бля. Ладно, включимся. Так, все, мы обошли. А там что-то непонятно, если честно. А, чего? А, здесь что, концерты? Не, может тут реально где-то вход куда-то. А, вот видишь. Да, здесь, наверное, все-таки концерт будет на Пенкина. Неужели, сука, на Пенкина идет? Вон туда, видишь, поднимаются люди наверх. Что здесь происходит, вообще непонятно. Ну, сейчас люди сказали в толпе, что на концерт Пенкина может. Ну, вообще, да, наверное. Ну, только неужели столько людей собирают? Сколько вообще Пенкин, я уже забыл даже. Какие песни поет. Ну, вон. И там женщина кричала так. А, кстати, может, она реально себе искала билет? Хотя не, она так говорила, как будто, ну, прям этот голос такой, как будто она всю жизнь продавала билеты. Ну да, наверное, здесь где-то выступает кто-то. Можно спросить, конечно, а куда вы стоите? Да. Туда, оттуда, вот так. Ну, вон так по кругу и вот туда. Что-то тут непонятное. Так, кстати, я вам красоту не показываю даже. Большую камеру с собой взял, но пока неохота что-то. Не у всех, а у многих. Но мне кажется, это... А, ну вон, не, там штрих-коды, вон штрих-код там был, видите? Не. Вон и тоже, говорит, лишние билеты на Пенкина. Все, короче, продают билеты на Пенкина, только где тут выступает, я не понимаю. Вот они сюда идут. А, да, они вот так вот эти кружки. Где он? А, концерты в Кремле, нет? Смотрят, они ничего не смотрят. Нет, так не тут, видимо, там будет дальше. Вон, видишь, они туда дальше идут. Нет, вот они открываются, посмотрите, ну такой себе. Все, короче, понятно, здесь на концерт идут. Ну, что-то я в шоке. Столько людей собирают. Надо почитать сейчас, что за Пенкин. Вспомнить, освежить память. В общем, загуглил я, кто такой Пенкин. Конечно, мы его знаем.
Но песни все равно я не могу вспомнить. А тут уже как бы жарковато, я бы сказал. Немножко. Ну, ветра нет. Это, в принципе, мы когда уже немножко ушли от Нового Арбата, в принципе, ветер пропал почти. Такой слабенький, поэтому уже прям хорошо. А у нас там ветрюга, конечно, бешеная. Она не работает, да? Ну, наверное, да. Да, не работает отсюда Все-таки, даже наверное, видно. в мае поприкольнее есть моменты. Ну да. Ну что, главное, что сейчас тепло. Вот я не знаю, там дожди будут или нет. Надеюсь, не будет. Ну да, обещают несколько дней дождей, но зато обещают до плюс 13 уже. Типа. Посмотрим. Царь Фёдор Алексеевич. В память воцарения 300-летия дома Романов. Точнее, в память 300-летия воцарения дома Романов. И там, в общем, цари расписаны. Это впереди грот. Информация. Если Вот что, он, если сфинксы, это что ли? еще не Красная площадь. Это немножко странно. Так, сейчас я их увеличу. Один сфинкс. Ну, может, не сфинксы, но очень похоже. И второй. В принципе, ничего не написано, просто написано, что грот памятник садово-парковой архитектуры начала 19 века. Охраняется государством. Больше не было. Кстати, если бы дома вот сейчас были вот из такой кладки. Ну да. В мае, конечно, да, все позеленее было. Сейчас такое. Но все равно здесь так. В отличие от нас, так тут вообще нормально. О, Петрозаводск есть. Города воинской славы. Да, ребята, если кто-то есть из этих городов, пишите в комментариях. Кавказ, Малгобек, Ижев, Ельня, Елец. А это уже города-герои, да? Смоленск, Мурманск, Тула. Так, когда сбоку буквы же выпуклые и вообще непонятно, как они самые русские. Брестская крепость, Новороссийск. Ребята, отмечайтесь. Ребята, с тех городов отмечайтесь в комментариях. Керченница. Одесса. Идем дальше. Кстати, в принципе, этого зума хватает, чтобы более-менее нормально разглядеть. Минск. Почетный Караулский. Киев. И Ленинград. Ну, Москва была. Сейчас, когда были, тут была смена караула, попадали на Ленинград. Ну что за свисток? А, видимо, кто-то заходит куда не надо. Ну и вот, вечный огонь. Тут только плитная опасно бегать. Автобусная экскурсия.
Музей какой красивый, да? Ну, Вообще красота. в общем, тут народу просто жесть. Я думал, поменьше будет людей. Так, здесь у нас нулевой километр. Здесь типа люди монетки сзади кидают. Нулевой километр автодорог. Точка, где начинается Ну, Россия. Воскресенские ворота. Все, погнали. Красная площадь, дом 1. Государственный исторический музей. Сами здания. Конечно, это такое произведение искусства. Нереально. Тоже там что-то. 但是贵，好像是我忘了，反正比较贵，所以没有人要。但是它在新爪哇， Ну, даже тут, кстати, не так холодно, как там было на Арбате. Да, но все равно тут ветер, видишь, как я и говорила, что тут открытое такое пространство, и ветер будет сильнее опять. Все-таки все равно как-то теплее. Ну, часы сколько же? Без 15 всегда. Такие куранты сразу на Новый год. Но. С Новым годом! Чувствую, мне будут писать в комментариях, хватит зумом туда-сюда играться. Играет государственный гимн. Так же там говорят, да? Типа играет государственный гимн, там что-то такое. В общем, вообще балдежно тут гулять. Так, идем чуть-чуть подальше, в общем, сейчас пойдем. А, тут делегация из Китая, видимо. А, господи, это с игрушками играют, жесть. Я тут думаю, нифига она там, блин, закидывает так. Ой, а что у меня опять тут? Удобное место слева. О, поправил камеру.
Ну, давайте еще раз приблизим, посмотрим. Так, здесь, походу, дела с США люди. Или, короче, в руках паспорта штатов. И с микрофонами. Короче, снимают интервью какое-то. Короче, непонятно, что делать. Так, сейчас я вам скажу, что там снимают. Сейчас они врежутся и скажут: "О, you American". Oh, you American? Короче, снимают что-то. Уже четвертый дубль у них пошел. Вертикалки снимают. Так, мы подошли еще поближе. Сейчас пойдем в Зарядье. Да, мы решили пока что миновать ГУМ и Никольскую улицу. Пройдем в Зарядье, а на обратном пути, наверное, пройдем как раз через Никольскую. И, возможно, заглянем с вами в ГУМ. Я не знаю, мне, кстати, что-то камера с ума сходит. Уже второй раз включаю, и она так жестко трясет. Жестко так трясется. Ну, стабилизатор, короче, туда-сюда крутит и резко, и такой сюда прям стучит. Угу. Даже не мочу. 5:16, они закрылись, поэтому они до 5. Так, все, мы пришли в Зарядье. Сейчас зарядимся. Да, сейчас на Парящий мост пойдем. Но. Туристический большой двухэтажный корабль катает на корабле, прокатится весь центр Москвы на большом корабле. На кораблике туристический корабль целый час катает на теплоходе весь центр Москвы. Целый час на корабле на теплоходе. Через 50 Сейчас солнышко опять пригревает немного. Можно полежать. Ой, это как он? Ну, короче, это, который болтается на деревьях. Гамак. Да. А Рома-то где? Надо перчатки ему, короче, достать.
А подожди, стой. Сейчас опять никто не чувствует, как он трясется. Бля, красота. Сейчас пойдем вон туда. Мы туда пойдем. Так, в общем, мы зашли на парящий мост. До этого я забыл режим переключить с фото на видео обратно. И я фоткал вам тут, а не видео снимал. А да, мы хоть важного ничего не говорили? Тут скамейка идет на всю. А, да. Что очень удобно. Стекла, кстати, почище, чем в прошлый раз были. Нет, тут она, кстати, может быть и нагретой. Так а что, сидим, отдыхаем пока? Давайте посидим на солнышке. Хотя тут на солнышке не посидеть, тут люди постоянно его перекрывают. Так, в общем, вот самый такой конец, в общем, язык сам этого моста. Можете увидеть, что тут прям нереально людей много. Так, давайте посмотрим, что там внизу. В общем, тут стекла. В общем, тут жесть какая-то. Не, в прошлый раз однозначно меньше людей было в мае, когда ездили. Но здесь уже люди отдыхают. Там мало сидел кто, а тут прям много. Какая красота. Ой, у меня голова аж закружилась. А что, там даже не стали стоять там? Столько людей. А если я упаду, я не утону, я выплыву, я Какой балдежный вид. Так, мы решили подняться наверх. Есть такой, скажем так, амфитеатр. Вообще очень удобная чил-зона. И прям там может вместиться много-много людей. Мне кажется, здесь много редких растений именно здесь высажено. Вообще в Заре высажено очень много растений. И даже красно-книжные растения. Вот ступеньки вот такие неудобные. Не люблю, тут на 1,5 шага они. Ну, прикольно здесь. Что, кругу дадим? Туда, не? Раз здесь были, но не снимали. Ну да. Ну летом, конечно, лучше сюда приходить. Хотя вон уже какие-то цветочки
О, Рома. Рома, смотри. Это же подснежник, не? Очень похож. Друзья, напишите, это подснежник или нет. Очень похож. Чё? По рисункам похож на подснежник. Так, друзья, ждем в комментариях. Да, и лайкосик. Я просто только один раз вживую их видел. Ну, фигово, что здесь, конечно, вот такая дорога, здесь пыль так поднимается, жесть. Ром, ножки поднимай. В общем, ну. Ну, прикольно, прикольно. Здесь, наверное, летом вообще классно. Хотя тут может и жарко быть сильно. И это все-таки май был. Но все равно. В общем, вот как-то так. Рома бегает тут довольный. Все просит с вас лайки. Так что, друзья, давайте, не жалейте. Лайкосиков, срочно лайкосик под видосик, если еще не влюбил. Тем, кто уже влюбил лайкосики, вы капитальный красавчик. Да, кто лайки ставит, тот вообще самый крутой и самый лучший. Ну и вот здесь тоже можно посидеть с кайфом. Единственное, что здесь кофе нигде не наливают. Ну, в плане не купить даже. Изолируйте. Я какао. Ты чё? Чай с лимоном будешь? Так, сейчас будем покупать тут. А вы что будете? Бананы. Бананы. Да все, Ром, я думаю, все уже лайки поставили. Комментарии еще написать? Это подписка. А, подписка? Да, еще подписку на канал. Потому что я один раз брал чай, и он, видимо, может фигово промывается, и фиг знает, и там был чай со вкусом кофе. Так, вот здесь идет. Сейчас заценим, что тут. 120 миллилитров, это, конечно, много. Ну да, мало. Так, все, готов. Ну, палочка даже. Ваш кофе сэр. Это кофе с молоком, если что. Теперь сахар сначала выбери. Ой, какие 5-то? Я 4 выбрал, не знаю. В общем, Да, вот такие ну, стаканчики. хватит. Да, наверное. А ты себе что взял? Какао. Тоже какао? Да, да, вот наверху там будет. Давай нажимай. Пьем чаек, кофеек на закате. Сейчас попробую. О, Какао. Хочу подогреть. вообще красота. Ну, вот так не очень картинка. Че, как какао? Нормально. Нормально. По вкусу вкусно? Угу. Избушка какая-то тут стоит. Сейчас солнышко уйдет и будет холодно. Да, мы сейчас потихоньку начинаем двигаться в обратном направлении. Сейчас с вами пройдем через улицу Никольскую. Ну, не знаю, в дом сегодня будем, не будем заходить. Если будем, то обязательно идем.
Ну, такие кустики прикольные. Но они почему-то не везде посажены кусками какими-то. Вообще очень удобно, столько всего в одном месте рядом. Поэтому, да, если будете путешествовать в Москву, то помимо Красной площади рядом обязательно загляните в парк Зарядье, на улицу Никольскую, в ГУМ. Все это можно посетить одним днем. Все находится очень близко. Ноги у вас после этого не отвалятся, но эмоций будет масса. Ну, да. Летом-то вообще кайф будет. Палаты бояр Романовых здесь еще можно. Здесь еще, кстати, за деньги можно много куда сходить. Угу, тут разных музеев много. Соборы, музеи. И церковь Зачатия Святой Анны или что-то такое. Это быстро какао остывает. Просто молниеносно. Вайки, да. Так, сейчас немножко тут поприближаю. Кстати, сейчас мы ролик этот снимем и будем запускать стрим-прогулку по Москве. Вот кустики вот эти мне нравятся. Кто знает, что за кустики. Такие прикольные. Выставка сад. Ну, в общем, вот здесь можно за денежки что-то посетить. А выше там гостиный двор. Сигары, Ну, да. варварка или варварка. Кольчуга. Блин, как тут гулять по кайфу вообще. Тоже прикольно, там в золоте все наверху. Всё, солнце уже, наверное, село. А нет, еще не село. Надо что-то с памятью делать. У нас осталось 84 минуты всего. Надо где-то мощную на терабайт или на 512 гигабайт хотя бы. У нас на 128 стоит. И плюс здесь надо не самую дешевскую, а от Samsung надо. Вон березки. Вот. Огоньки еще не горят. Но тут зато витрины какие красивые. Цветочки такие здоровые. Там с той стороны детский был. Ага. Матрешечки. Ой, матрешечки. Не валяшки. валяшечки. Так, мы зашли в ГУМ, но мы ненадолго. Ну там вкусняшки всякие, так, тут что? А, тут сувениры.
Лестница номер 16. Ой. Мне кажется, фиг знает, я даже не знаю. Так, в общем, в интернете пишут, что здесь туалеты бесплатные, но по факту стоят 50 рублей. Уже было очень чисто и комфортно внутри, на самом деле. Ну да. В общем, мы хотели пройти по Никольской улице и потом, может быть, заглянуть в ГУМ. Но по непредвиденным обстоятельствам пришлось сначала заглянуть в ГУМ. Также здесь есть легендарнейший прям туалет на нулевом или на минус первом этаже, но он там стоит, по прошлогодней информации, 200 рублей, по последней информации, тут у кого-то из видео мы видели, что там 900 рублей он стоит. И где-то я еще видел 650. Да, поэтому непонятно, сколько он стоит, но на самом деле платить деньги за то, чтобы подснять туалет, мы, конечно же, не будем, по крайней мере, не в этот раз. Он на самом деле огромный, не знаю, бывали. Я, кстати, не посмотрел, на каком этаже этот туалет. Мы здесь, я же говорю, на нулевой или минус первый. Мы здесь уже бывали, не знаю, бывали ли вы. Видео у нас тоже есть на канале. Здесь продаются также легендарнейшие мороженое, за которым все время стоят очереди. Но оно продается только за наличку. Мы в прошлый раз не смогли купить, потому что оно много где здесь продается, но только за наличку, имейте в виду. Почему-то за кэш только хотят, не знаю почему. Ну все, идем на Никольскую. Ну, немножко так увидим, что красиво будет, может быть, снег. Так, фонтан, по ходу дела, на реставрации. Но он, фиг знает, что его перекрыли. Так, вот это самое мороженое. Ну, здесь только за наличку. У нас есть наличка? Чего его закрыли, непонятно. Все с мороженым, да. А, вот мороженое, да? Мы сейчас тут километраж домотаем такой, что... Да тебя не слышно, скорее всего. Потому что я даже плохо слышу. Здесь можно по карте, кстати. Не знаю, слышно или не слышно. Первое место, где можно по карте. Спасибо. Такое с прибором. Ром, ну чё, как? Вкусно? Да? Не чувствую, что сейчас. Это же обычный пломбир, наверное. Так, вот мы наткнулись, точнее, на исторический туалет. Сейчас пойдем посмотрим цену. А, вот, женская. Там еще есть. А, вот. Я же говорю, 200. Это душевая 1000. Я и говорю, 200 рублей туалет. А душ тебе выдают еще халат, полотенце, тапочки, 1000 рублей. Туалет 200. При желании можно посетить. С одной стороны, 200 рублей, это, конечно, вообще ни о чем в наше время. Но с другой стороны, это же туалет. Так-то по сути. И он реально используется как туалет. Туалет детей.
Это мужская комната. Так что там дальше уже платить надо, наверное. Нет, все уже. Крем для рук. Ого, крем для рук. Полотенчики такие. Ну вот мы с вами бесплатно Я заглянули. не знаю, что там попало в кадр. Тут раньше вон ковровая дорожка была. Дамский пойдем теперь, чтобы получше попало. Угу. Чтоб мне там потом это. Да, закрыто. Да, мы знаем. Посмотрите. Посмотри. Красота какая. Это типа реально старая, да? А это все действительно реально старое. Офигеть. Что, ты запомнила, что там сказали? Такая приятная женщина, ребят, попалась, вы не поверите. Я только подхожу, она говорит, туалет платный, 10 рублей. Я говорю, да, я знаю, мы просто посмотреть. И она такая, да, конечно, пожалуйста. И начала мне рассказывать про эти туалеты, что это туалеты восстановлены 13 лет назад по фотографиям. То есть какие они были до этого, эти туалеты. И 13 лет назад их восстанавливали по фотографиям итальянские мастера. Все привезено из Италии. У женщин в туалетах сусальное золото, у мужчин серебро. В общем, сохраняли все как надо, даже там ширину кабинок, в общем, туалетных. В общем, как-то так. Туалет Рома, вообще кушай. и раньше был очень дорогой, купеческий туалет это был. Поначалу торговые ряды здесь был только один этаж вроде как, или один вроде бы. И вот в подвале это был туалет, в общем, для богатых, для купцов, которые здесь в торговых рядах тоже были. А потом уже подстроили дополнительные этажи. Самому буму 113 или 130 лет. В общем, вот такой небольшой урок истории нам провели сейчас в легендарном туалете. Вот так бывает. Ну, женщина вообще огонь. Что, вот мы и вышли на Никольскую. Извиняюсь, думаю, мы с вами выходим прямо на Никольскую улицу, где вот творится вот такая вот красота. Никак не зависящая от Нового года, да? Казалось бы, можно подумать, что светятся огоньки Новый год. Но нет, здесь так даже летом. Очень красиво, очень атмосферненько. Кайф просто посидеть, сделать классные фоточки. В общем, думаю, именно в этом замечательном месте мы и будем заканчивать наши видео. Так что всем рекомендую прогулочки. Красная площадь, парк Зарядье, ГУМ и Никольская улица. Прям прогулка природного дня, огонь. Ну а мы будем заканчивать на этой прекрасной ноте. Надеюсь, вам с нами было интересно. Мы с нетерпением будем ждать ваши лайки, комментарии. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Так, рубрика по скриптум. Вечерний Новый Арбат. Мы пошли вот. Ну, Катя с Яриком зашла в перекресток, а у нас стрим-прогулка сейчас закончилась. Так, кстати, прикольно поют.
короче,